Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на тему его мысли о вас сегодня. У нас будет 3 позиции, как обычно. Итак, первая, вторая и третья. Загадывайте своего человека или троих. Выбирайте вариант. Тайм-код будет в описании под видео. Кому нужно, ставьте на паузу, кому нужно больше времени для того, чтобы определиться с вариантом. И давайте будем смотреть. Итак, начиная с первого варианта, пока отложим в сторону. Итак, первая позиция. Его мысли о вас сегодня. О чем же он думает? Знаете, он считает, что ему нужно перейти к каким-то активным, решительным действиям по направлению к вам. Ему нужно проявить какую-то инициативу. Причем точнее не причиной, таким предлогом для вот этого взаимодействия, предлогом для шагов с его стороны будет какая-то совместная деятельность между вами. Это может быть помощь. Его помощь вам, ваша помощь ему, да, то есть либо какой-то совместный проект, может быть, там соберетесь на дачу к друзьям, к родственникам, поедете, будете там ремонт делать, да, то есть совместное какое-то занятие, причем оно довольно-таки полезное. Это не что-то связанное вот прям с романтикой, а это вот именно такие какие-то насущные дела. И вот эти насущные дела помогут человеку сделать какие-то более решительные шаги в вашу сторону. Но, вы знаете, я могу сказать, что он здесь не торопится. Нет такого, что вот мне срочно, насрочно, высрочно нужно сделать этот шаг. Срочно нужно прям найти этот повод, причину и что-то решить. Решить-то нужно, но торопиться-то он здесь не будет. Он здесь с чувством, с толком, с расстановкой планирует все это осуществлять. Какие еще его мысли о вас сегодня? Ну, ему вообще очень нравится то, что между вами происходит. Ему с вами спокойно, ему с вами комфортно, ему с вами уютно. У многих отыграется то, что вы можете быть не свободны, да, и этот мужчина поэтому выбирает какие-то там обходные пути, то есть он не напрямую действует, а вот именно как бы в обход, то есть предлогом для того, чтобы он сделал какие-то шаги по направлению к вам, будет вот именно какая-то совместная деятельность, которая будет служить своего рода алиби для того, чтобы с вами пообщаться. Ему нравится то, что между вами происходит, но на какую-то серьезность он пока не рассчитывает. Девятка кубков – это вот то состояние, когда человек получает удовольствие. Он видит вас очень самодостаточной, он видит вас очень такой, знаете, спокойной, степенной, да, вот той женщиной, которая может дарить уют, тепло, комфорт и в чем-то даже вас идеализирует. Здесь нужно сказать, что он постоянно погружается в какие-то мысли о вас, постоянно он о вас думает. Можете вы ему сниться, может он постоянно самостоятельно, да, возвращаться и возвращаться к этим мыслям. Но ему нравится это, ему вот комфортно пребывать вот в этом состоянии. Что еще? Ой, вы знаете, у многих, вот если вы не свободны, он даже готов рассмотреть в дальнейшем, так скажем, смену власти, смерть власти, смену власти. Король умер, да здравствует король. Посмотрите, император. Во-первых, здесь будет игра по его правилам, да, то есть он будет действовать так, как он считает нужным. Да, ему нравится ваша позиция, ему нравитесь вы, но здесь взаимодействие будет так, как нужно ему. И смотрите, для тех, кто находится в браке, либо, может быть, у кого мужчина не свободен, да, на которого вы смотрите, он даже рассматривает в дальнейшем, если вдруг будет ему и дальше продолжать нравиться то, что между вами происходит, он не исключает даже того, что он свергнет нынешнего императора, да,
то есть вашего законного супруга, либо избранника, и сам займет его место. Если же вы свободны, и он в браке, то он, соответственно, тоже, он вполне рассматривает такую позицию, что могут быть эти перемены, потому что, вероятнее всего, там, если он в браке, то тот брак трещит по швам. Для тех, кто свободен, здесь в любом случае будет какая-то, знаете, вот, как я уже сказала, игра по его правилам. Что он имеет в виду? Но здесь у большинства отыграется наличие соперников. И он не из робкого десятка у вас, товарищ. Он собирается, да, если ему все будет нравиться, он вступит в эту схватку, он не отступит, он не будет отсиживаться, если его будет устраивать дальнейший ход событий. Он, правда, пока не знает, к чему это приведет, да. Вот он свергнет действующего императора, либо сам откажется от этого своего титула, но он не понимает пока, что будет дальше. Но, скорее всего, соперников он иметь не хочет. Он хочет вот именно самостоятельно быть у руля. Пока не определился, в каком... Да, здесь пустые карты. Не определился, в каком направлении ему действовать. Он совершенно не исключает и один, и другой вариант развития событий. То есть на сегодняшний день ему с вами нравится, ему с вами комфортно. Но в дальнейшем он готов как к борьбе за ваши с ним взаимоотношения. И если у него есть соперник, он готов с ним состязаться, да, он готов бороться за то, чтобы его свергнуть с его места, так он и готов к тому, что вот если все пойдет не по плану, то я просто сложу свои полномочия, да, император и смерть. Если все будет не так, как мне нравится, то я здесь вот именно аккуратно выйду из игры, и я буду прав. И он найдет способы для того, чтобы выйти из игры, ну, по его мнению, красиво. Конечно, по магу, по пятерке мечей выходить из отношений это не совсем красиво, но на его взгляд, по его мнению, это будет нормально, это приемлемо для него. Благодарю единички. Идем ко второй позиции. Его мысли о вас сегодня. Так, давайте посмотрим. Мысли. Ну, здесь также товарищ... Ой, посмотрите, прям идентичные карты идут. Товарищ рассчитывает на какую-то совместную деятельность. Может быть, вы вместе работаете, либо вы коллеги, либо там доктор-пациент, покупатель-продавец. Да, вот такие моменты, когда один помогает другому, либо один оказывает услуги другому. Но здесь он как-то, знаете, вот смакует эти моменты, он не спешит. Ему очень нравится то, что между вами происходит. И он, знаете, во-первых, он здесь включает здоровый эгоизм, да, ему вот именно он наслаждается, он не хочет торопиться, он хочет растянуть вот эти вот моменты, которые приятны ему, его сердцу. И в то же время он не исключает того, что здесь можете вы идти к какому-то такому продуктивному, более продуктивному такому взаимодействию, которое его будет радовать не меньше, чем общение вот на, которое есть на сегодняшний день. Вы знаете, он понимает, что все, что происходит между вами, зависит от него, от того, какое решение он примет. Но здесь, опять же, может отыгрываться наличие соперника у него, да, то есть есть еще один мужчина, либо же тот, на кого вы смотрите, он считает, что у него есть соперник, и ему важно, знаете, вот как будто бы удостовериться в том, что вы не против того, чтобы он сделал какие-то решительные шаги, да, чтобы вы подали знак, подали какой-то сигнал, разрешили ему действовать. И да, он хочет сближения, он понимает, что здесь может быть также соперничество, да, какое-то вот такое состояние, когда ему нужно проявить себя в лучшем свете, показать в лучшем свете, проявить с лучшей стороны. Но здесь, знаете, какой товарищ? Он не будет делать шагов, если он не уверен в том, насколько они вам нужны, да? Он как будто бы ждет своеобразного сигнала от вас, своеобразной поддержки.
в которой он будет уверен в своих действиях, да, то есть вы скажете, да, я не против, да, там, пожалуйста, двигайся, да, вперед, действуй, делай какие-то шаги, и тогда он эти шаги, соответственно, совершит. Ему важно, чтобы желание ваше к сближению было обоюдным. Да, совершенно верно. Все-таки отыграется здесь у большинства наличие еще людей, да, еще третьих лиц, причем здесь может быть, ну, здесь, скорее всего, с вашей стороны соперник, да, либо он так думает, и ему важно, чтобы вы выбрали его по доброй воле. Он вас не будет торопить, он абсолютно не принуждает вас к какому-то выбору. Ему важно, чтобы вы это сделали добровольно, да, чтобы вы действительно хотели этого. И он торопить вас абсолютно не будет. Он вот именно будет выжидать, он будет ждать терпеливо, чтобы вы приняли то решение, нужны вам его шаги, либо не нужны. Причем здесь, знаете, даже если есть соперник, он даже будет согласен на тайные отношения, да, то есть пока как-то тайно повстречаться. Если вы не готовы принимать какое-то конкретное решение, он даст возможность вам побыть в этом треугольнике. Здесь абсолютно, да, совершенно верно. Здесь вот какие-то такие, знаете, по шуту хаотичное такое состояние, нет такого четкого порядка в отношениях, да, нет рамок, нет границ. Если задать вопрос, а кем вы друг другу приходитесь, то здесь и вы, и он впадете в некий ступор. А я не знаю, да, вот кем мы друг другу приходимся. Вот вроде бы чувства есть, вроде эмоции есть, но обязательств друг перед другом как будто бы нет. Да, присутствуют еще люди, но тем не менее то, что происходит между вами, оно вот в этом хаотичном формате, оно более или менее стабильно, да, то есть есть стабильный порядок, а есть стабильный хаос. И вот здесь у вас стабильный вот этот вот хаос и отсутствие обязательств друг перед другом. Его это вполне будет устраивать, потому что он, повторюсь, не торопится. Но он хотел бы развивать с вами отношения. Он все вот эти вот шансы дает вам потому, что действительно он видит потенциал. Да, совершенно верно. И дело в том, что почему он вас не торопит, потому что он сам-то не очень сейчас готов к принятию решений, поэтому вот это ваше оттягивание принятия решений, оно ему на руку. Поэтому здесь, ну, как бы ни вы не торопитесь, ни он не торопится, все наслаждаются, да, всех более или менее все устраивает. Благодарю, двоечки. Такая у нас с вами вторая позиция, и идем к третьему варианту. Что у троечек? Его мысли о вас сегодня. Его мысли о вас сегодня. А вот здесь товарищ настроен действовать активно, но не знает как. Вот прям хочет прийти в позиции лидера, в позиции победителя, вот прям, знаете, прискакать на коне. Да еще не просто так прискакать, с какими-то, знаете, вот с трофеями, возможно, какими-то, с достижениями, чем-то вас порадовать. Но он не знает как. Не знает, потому что много эмоций, эмоции захватывают. Здесь вы ему абсолютно не безразличны. У человека к вам любовь, туз кубков, не что иное, как любовь. И он хотел бы вот именно как победитель к вам прийти. Трудно, сложно. Возможно, были в паузе. Возможно, какие-то, знаете, вот... Чем-то он, наверное, вас обижал ранее. Чем-то он обижал вас и понимает, что вы можете быть на него сердиты. И прийти, знаете, вот поклониться, упасть в ноги, там, прости, люблю, не могу, это не в его стиле. Он очень, знаете, такой... ну, самодостаточный здесь не подойдет, себялюбивый, да, себялюбивый, и он не привык кланяться, понимаете, и для него вот этот вот поклон, прости, люблю, не могу, был неправ, вот это для него не свойственно, и прийти вот именно в такой манере, это будет для него равносильно тому, что вот он наступает себе на горло, поэтому для него сложно рассмотреть вот этот вариант, чтобы прийти вот с этим прости, он хочет прийти как победитель. И есть на сегодняшний день на самом деле вот эти вот ограничения. Он чувствует себя жертвой, потому что не понимает, как выйти из той ситуации, которая сложилась между вами. И причиной его вот это себялюбие, да, самолюбие, себялюбие, себя любит. И
привык вот к этому комфорту, да, когда мне не нужно ни на кого равняться, мне не нужно ни с кем считаться, а тут вы такая прекрасная, замечательная, вы зацепили, в вас влюбился, без вас сложно, тяжело. Как приходить, не понимаю. Хочет прийти, да, хочет прийти вот именно как победитель, скорее всего, справиться со своими эмоциями. Может рассматривать вариант манипуляции информацией, да, то есть придет, придумает, наврет с 3 короба, расскажет, что вот ты знаешь, вот я не появлялся, либо я сделал так-то, так-то, потому что то-то, то-то и то-то. Но вот это то-то, то-то либо не будет являться правдой вообще, либо будет являться правдой частично, да. Но ему важно для того, чтобы добиться цели, а у него цель сейчас прийти к вам, вот именно как победитель, и он может использовать абсолютно любые методы, знаете, вот как на войне все средства хороши. И будет проявлять, да, карта сила, будет стараться собрать волю в кулак, будет стараться со своими эмоциями справляться для того, чтобы вот именно прийти к цели. Но вы знаете, свои ошибки он понял. Да, совершенно верно. И, скорее всего, настроен, ну да, здесь 3 старших аркана, он настроен на серьезность. Он понял свои ошибки, он понял, что он был неправ. Он ощутил на себе вот ту разницу, как ему с вами, как ему без вас, как ему в том состоянии, когда вы добры и ласковы, как ему в том состоянии, когда вы обижены. Ему в том состоянии, когда вы обижены, ему некомфортно. Он будет стараться вернуть ваше расположение, он будет стараться вернуть все вот именно в то русло, которое ему хочется. Верховный жрец, император, страшный суд, у кого-то даже отыграется предложение руки и сердца. Да? Кто семья, здесь однозначно человек возвращается в семью. Но здесь для человека были пройдены очень важные жизненные уроки. Он повзрослел, он вырос как личность, он окреп, и он готов принимать решения. Единственное, что его вот как-то вот постараться согнуть, да, как-то вот подчинить себе совершенно бесполезно, потому что император, он у нас несгибаемый, но будьте уверены, что сам для себя он понял и осознал свои ошибки, готов начинать с чистого листа, готов к переменам, готов двигаться дальше, брать ответственность, как я уже сказала, у кого-то это будет семья, у кого-то это серьезные такие важные жизненные перемены, поэтому здесь вот такой товарищ у нас. Благодарю всех за просмотр. Буду рада вашей обратной связи, лайкам, комментариям, подпискам и так далее. До встречи с вами в новых видео.